Ранним августовским днем 2019 года фермер по имени Шивамадай прогуливался со своим скотом возле национального парка Бандипур. Лесной заповедник площадью около 450 квадратных километров, известный своей дикой природой, безмятежно расположен в предгорьях Западных Гат в штате Карнатака на юго-западе Индии. В ту ночь Шивамадай не вернулся домой. Когда на следующий день несколько человек пошли его искать, сначала они наткнулись на его разорванную туфлю. Группа пошла дальше, вспоминает его сын Мадхусудхан. Через километр они обнаружили полусъеденное тело мужчины, лежащее под большим баньяновым деревом. По словам Мадхусудхана, изначально тигр нацелился на коров, но вместо этого он набросился на их владельца. По словам Мадхусудхана, тигр начал бродить за пределами леса, чтобы не конкурировать с другими тиграми за пищу. Он начал приближаться к местам обитания человека. Он охотился на крупный рогатый скот. Тигр убил уже второго человека. Сейчас Мадхусудхан работает лесным сторожем в заповеднике. Эту работу ему предложили в качестве компенсации за убийство отца. По его словам, 2 трагические смерти обеспокоили местных жителей. В ответ лесные власти усыпили кошку транквилизаторами и отправили ее в зоопарк. В Индии обитает более 70% мировых тигров. Это национальное животное страны, включенное в список первого закона об охране дикой природы, который обеспечивает наивысшую степень защиты диких животных на субконтиненте. Тигры занимают значительное место в индуистской мифологии, а большие кошки являются символами великолепия и доблести. Но сохранение тигра не всегда было главным приоритетом. Широко распространенная охота, наряду с разрушением среды обитания, сократила их численность с примерно 40 тысяч в 1950-х годах до всего 1827 в начале 1970-х годов. Это снижение побудило парламент принять закон об охране дикой природы в 1972 году. В следующем году правительство Индии запустило проект «Тигр», в рамках которого было создано 9 заповедников. Согласно последней переписи, сейчас в Индии насчитывается более 50 заповедников и почти 3000 тигров. По мере того, как плотоядные животные восстанавливались сами и восстанавливали часть своего исторического ареала, люди продолжили развитие в районах, расположенных недалеко от среды обитания тигра. Вероятно, в результате с 2010 по 2019 год тигры убили 383 человека и сотни ценного скота. Некоторые биологи говорят, что люди начинают терять терпимость к большим кошкам. В 2019 году жители деревни в штате Утар-Прадеш забили до смерти тигрицу после того, как она напала на местного жителя. Но большинство тигров не нападают на людей, и по мнению некоторых экспертов, важно выявлять и обезвреживать тех, кто действительно представляет угрозу, чтобы свести к минимуму человеческие страдания и сохранить общественную поддержку по защите тигров. С этой целью правительство Индии разработало руководство по классификации тигров-людоедов, с тех пор официальный термин изменился. Но классификация отдельных тигров часто сопряжена с трудностями, как и решение о том, убивать или усыплять транквилизаторами и переселять этих крупных хищников. Хотя точное количество тигров-людоедов остается неизвестным, эксперты по дикой природе говорят, что тигры редко относятся к людям как к добыче, преследуя и поедая их только при определенных условиях. По данным Всемирного фонда дикой природы Индии, тигры в среднем живут до 16 лет, и с возрастом их зубы и когти теряют силу. Все эти вещи делают тигра немного слабее, чем его младшие собратья, говорит Н.С. Манахаран, ветеринарный врач дикой природы. Стареющие или раненые тигры могут перемещаться в новые места за пределами границ леса, чтобы избежать агрессии со стороны более молодых тигров в этом районе. Это повышает вероятность встречи с людьми и домашним скотом легкой добычи даже для ослабленного тигра. Проблема усугубляется, когда люди осваивают земли, прилегающие к традиционным местам обитания тигров. Это знакомая картина, проявляющаяся у других животных. Например, хотя нападения медведей в целом случаются редко, медведи могут охотиться на людей, когда они не могут найти другую пищу в дикой природе по таким причинам, как возраст или повреждение зубов, говорит Крис Серфхен, ныне вышедший на пенсию доцент охраны дикой природы в Университете Монтаны. Как только дело доходит до убийства нескольких человек, вся общественность становится враждебно настроенной по отношению к охране дикой природы. Спасая такое животное, вы подвергаете риску жизнь всех тигров в регионе, говорит Улас Карант, эксперт по тиграм и бывший директор Центра изучения природы в Индии. Сегодня в Индии сотни деревень,
пересекаются с местами обитания тигров. В будущем, возможно, потребуется создать больше пространств для них, действительно свободных от человеческого присутствия. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.